Друзья, я недавно запустил новый курс по рисунку и живописи предметов простых, которые есть у нас дома. Мы рисуем и пишем медный чайник, мы пишем гранат с черешнями, и творчески пишем, и акварелью, и маслом. Так что вы можете еще присоединиться. Посмотрите, какие работы делают участники этих занятий. И есть те, кто уже его закончил. Так стремительно и красиво. До 7 апреля включительно вам будут доступны для просмотра 2 урока в личном кабинете. Вы сможете прислать мне на проверку задания по рисунку и можете стать участником этого курса. На простых формах лучше тренироваться. Не нужно переходить к сложным. Многие любят писать портреты, не поняв конструкцию простых форм. Поэтому я настраиваю вас на серьезную работу с фруктами, овощами, с предметами быта, которые у каждого есть дома. Потренироваться на кошечках сначала нужно. Шеврон. Как можно, глядя на работу Коровина, сказать, что это мазня? Хотя именно это ему и сказали деятели советской культуры. Мы не нуждаемся в вашем искусстве. Мимо меня промелькнула эта фраза, я ее не слышал. Если не сложно, можете сказать, где и когда, кем это было сказано? Прям очень интересно. В интернете поискал так, но что-то не нашел. Сарочка, Вячеслав, учусь в училище Фешина. Пришлось убрать из палитры странциановую желтую, краплак, все виды ФЦ, сажу газовую, окись хрома. Такое правило в училище. У меня с годами набрано все. Есть ли у вас уроки именно с этими красками? Набрано все. С какими этими красками? Которые что? Которые убрали в училище или которые набраны все? Может быть, на какое-то время они убрали, как Фешин тоже убирал из палитры всяческие такие краски, оставляя, ядовитые, оставляя сдержанную палитру, создавая из нее произведение. Он справедливо считал, что сдержанная палитра развивает видение тона. Чем мы занимаемся на курсах, мы делаем гризаль, то есть черно-белые этюды, чтобы понять взаимодействие тональных отношений. То, что убранные в училище странциановые, краплаки, виды ФЦ. Хорошо. У меня нет уроков, где я ограничиваю палитру, но об этом я подумаю, и какие-то задания я буду давать в новых курсах на ограниченную палитру. Сейчас пока мы работаем на курсах, делаем задания с гризалью. Микея 69, а курс новый ограничен временными рамками? Очень ваша страничка нравится, столько открытий, приятных впечатлений. Спасибо вам. И вам спасибо. Полгода. И да, действительно, есть еще группы, которые для тех, кто у меня занимается, созданы. Одна называется «Дневник открытий», где я публикую все, что на меня сильно повлияло на формирование моего видения художнического. И вы тоже там в ней участвуете, и она уже пополнилась открытием одного человека. Это Екатерина Сесли, я его зачитаю. Когда вы снимете с себя ответственность впечатлять людей и сконцентрируетесь на собственных впечатлениях, вы вдруг увидите, как сильно окружающие будут впечатлены тем, что вы делаете. По-моему, прекрасно. И по моему разумению, я полагаю, что этот дневник открытий будет пухнуть и пухнуть, и вечная тема, и для многих будет интересен, кто у меня занимается, доступен. Так что включайтесь в команду. Вторая группа «Мастерская моего имени», и все мы выкладываем там работы и обсуждаем их. Очень полезная группа, и я вижу, насколько она интересна для участников. В данный момент 130 участников. Возникает ощущение команды, и то, что мы все друг другу помогаем, это очень классно, приятно. Курс ограничен временными рамками, это полгода с момента выполнения первого задания.
Автор этой реплики User IR. Труд тоже оценивается, объем работ больше, речь о маленьком формате и о большом. Да, конечно, бесспорно. Хотите, чтобы ваш мелкий этюд стоил столько же, сколько метр квадратный полотна? Ну да, я не против. Вы переусердствовали в расчетах, особенно когда хочется выгодно продать мелкую вещь. Ну хорошо, а как мы будем оценивать работу, я не знаю, Мадонна Лита, Леонардо да Винчи? Ну сколько там, 30 на 40? Небольшая вещь совсем. А по-моему, просто цены ей нет, бесценная вещь. Я к тому, что если мы нацелены на создание произведения искусства, подняв планку максимально высоко, нацелены, то этот путь показывает нам, что мы должны быть честными, мы не должны сказать когда-то себе, а и так сойдет, нормально, а тратить жизнь на совершенствование мастерства, чтобы когда-то замахнуться на Вильяма, на Шекспира и создать нечто уникальное, мне кажется, это достойно. Ради этого стоит жить. А маленький это будет формат, большой. Ну да, краски, конечно, уходят больше. Но разве мы с вами не знаем какие-то большие полотна, цена которых ничтожна? И мы знаем маленькие полотна, которые бесценны. Как тут быть? Включайтесь, друзья, в обсуждение. Интересно. Ламберг 79. Вячеслав, вы Москву написали. Питер – это другой колорит, целостный серый. Питер – это мерцание теплого и холодного, грязно-серебристом, в грязность. Ну и композицию завалили. Ну, есть вкусные куски, но не без них. Ну, конечно, если Питер писать без фейерверков, таким, какой он есть, холст не продать, и восторгов не будет. Будет только правда, что, в принципе, и преследует искусство. Ну, я не против таких наездов. Я ж пишу Ламберг 79. Впечатление, оно в этот момент было такое, в следующий момент будет другое. И работы, которые я там делал, они разные. Ну, я такой, я по-другому не умею. Если вы пишете «Питер всегда целостно серым в этом колорите», ну, хорошо, пишите как хотите. У меня просто, если свет светит солнце и попадает на какие-то яркие объекты, мне все равно, Питер это или что-то еще, Москва. Я пишу прежде всего свое настроение в этот момент времени. И мне кажется, это более ценным, чем передача просто состояния природы, которое ты видишь, и как бы протоколируешь его. Писать ощущения – это всегда выход за пределы просто копирование природы в данный момент, которая есть. Это нечто, это какая-то фантазия, да? На тему того, что ты видишь в природе. Это твое сердце, это твой взрыв эмоций. Он, конечно, зависит от того момента. Солнце вышло, например, и все окрасилось совершенно каким-то фантастическим светом. Ну, я это выразил так, вы по-другому. Ну, что ж тут поделаешь, нормально? Друзья, так случилось, что у меня открытие выставки персональной в городе Лобня, улица Ленина, 16. Выставка уже смонтирована, я показываю новые работы. Жду вас на открытие 5 апреля в 18 часов. До встречи. Друзья, не забывайте про лайки, про подписки на канал, чтобы не пропускать новые видео. И предлагаю вам еще одно кино посмотреть. Называется «Мастерство не пропьешь». Ну, пока.